боже мой, кто? Вы спросите, куда я лечу? Я лечу на Big Fest, детка. Группы, толпы, развлечения. Автор, время, приключений. Художник, черепашек и Миша с Пашей. Стоп, вы вообще кто? Я Миша, он Паша. Косплей, и оптимистр. Мистер, какого числа? 11 и 12 августа в Питере. Напомни, что это? Самый крутой фестиваль комикса. Big Fest. Ссылка на билет в описании. Валера, отгружай. Левее, Валера, левее. А надпись кто убирать будет? Поехали. Оу, подожди. Уберите Валеру кто-нибудь. Привет, вы попали на рубрику истории знакомств. Она должна быть немного ламповой, так что присаживайтесь. Вот. Итак, что я расскажу сегодня? Бакуганы, окей. С Бакуганами я познакомился не через игрушки или не через аниме-сериал, как могли многие подумать, а через карточки. Прозрачные карточки, продававшиеся в журналах. Не так уж и плохо. Сначала я вообще не понимал, кто это, что это, почему я должен это собирать, но потом я увидел рекламу по телеку. Бакуган, бойцы готовятся к битве. Играй метко и покажи свое мастерство. Попади на карту и оживи монстра. Вооружись армией Бакуганов. Помни, только один игрок может победить. Бакуган в бой. А ты готов к игре? Стань отчаянным бойцом, Бакуган. Это просто охуенно. И вот тогда-то я и загорелся. Эти бакуганы были на каждом переулке и в каждом ларьке. К сожалению, в них невозможно было найти оригинальные бакуганы, они продавались в более крутых магазинах, но мне этого хватало, знаете, потому что оригинальные бакуганы стоили, чрезвычайно много денег. И чтобы купить хотя бы одну подделку бакуганов, я должен был не есть 2 дня, так как мои карманы составляли 50 рублей на день, а они стоили, по-моему, 100, а может и больше. Даже если больше, то 3, это что-то меняет, это плохо, блядь! Вообще, я был единственный, кто собирал бакуганов из своего окружения, и поэтому мне было даже как-то неловко. Даже до ларьков я пробирался очень-очень осторожно, чтобы никакой одноклассник за мной не увязался. Ведь это детские игрушки. Сядь сюда. Что это? Еще одна детская игрушка. Даже процесс покупки был довольно странным. Я на месте апельсин. Апельсин. Фруктовый справа. Мне нужен Бакуган. Чё? Мне нужен Бакуган. Ты считаешь, что я ребенок? Да? О боже, не трогай меня, забери мои деньги. Но в итоге я накопил не больше 15. Потому что иногда я хотел есть. Потом я видел на этом же журнале персонажей из мультика и решил не ограничиваться игрушками, а посмотреть также и аниме. Честно, оно такое себе. Но... Бум! Игрушка превращается в огромного монстра. Бум! Главного героя такой же цвет волос, как и у меня. Бум! Терет нос. И что? И подмигивает. Бум! Это все я больше не придумал. Вообще мульт давал очень большой плюс к воображению и фантазии. Ведь играть в детстве в простую настольную игру и в настольную игру, где каждая игрушка это по сути огромное существо, небо и земля. Хотя откуда я знаю? Я же, блядь, один играл. Так вот, в то время просмотр онлайн-видео это было что-то нереальное, особенно на 2G модеме. Типа когда уходишь посмотреть телек, чтобы серия загрузилась. Возвращаешься, видишь, как серия немного загрузилась, решаешь посмотреть и... Наверное. Супер-мупер-дупер-мупер. Конь Олег, зима, трава. Супер-дупер-мупер-мупер. Дима тащит поезда. Хочу еще раз. И загрузка начинается заново. Я все потерял. Но зато каждая загруженная секунда ценилась, хоть и само аниме было не очень. Также каждое лето я уезжал к бабушке, где у меня было 2 единомышленника. Это моя сестра и... друг, который приглашал нас смотреть телек. Мы играли в Бакуган, не зная даже правил. Мы просто катали эти шарики по картам и делали вид то, что так и надо. В итоге чего вообще забили на настолку и начали играть сами. Тогда я любил все, что связано с Бакуганами. Я даже смотрел с удовольствием самые отстойные последние сезоны. Потому что мой интерес держал только то, что я принадлежу к огромному сообществу. То, что какой-нибудь Джексон Третий на другой части нашей земли также любит эту игру, и я хотел бы с ним поболтать или сразиться в турнире. Да, проводились даже турниры по Бакуганам, которые я мог смотреть на ютубчике. Я сказал мог. К сожалению, или же к счастью, мое знакомство с ними ограничилось только игрой в гараже с моей сестрой и другом, что давал нам посмотреть у себя телек. Ну и вот, спустя несколько лет я спросил у Насти, типа, «Эй, а ты помнишь Бакуганы?» Ну да, я их ненавидела. Да, классное время Чего? Ну да, я играла в них, потому что было больше не во что. То есть тебе вообще... В тот момент я начал прокручивать весь сериал у себя в голове и наконец-то понял, что... Настя, это Я знаю. Получается, что то, что мы смотрим в детстве, делится на 2 категории. Ты это кому?
То, что мы не прочь посмотреть и сейчас. И то, что как кошка вцепилась в наши воспоминания. Она вроде бы и милая, но это все, что у нее есть. К сожалению. Больше не будет.